Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре лодочный мотор Yamaha 5 лошадиных сил. Точнее, у нас будет не обзор, а антиобзор. Вот у меня много лодочных моторов, я поклонник бренда Yamaha, все знают, да, но сегодня я буду обсирать вот этот мотор. Просто я его буду обсирать. Во-первых, что мне очень сильно не понравилось, этот мотор нифига не едет, он не едет. Его скорость, вот я вот сейчас здесь по ветру смог еле-еле разогнаться до 24. Если ехать просто спокойно погоду, вот на этой лодке флагман 330У со мной этот мотор едет 20, 21, там 22, это там, я не знаю, там с танцами с бубном. При этом на этой же лодке Yamaha 3 едет 20 км в час. Все то же самое. Всего на 1-2 км в час Yamaha 3 медленнее. Но Yamaha 3, во-первых, она весит меньше, ест меньше. Вот так она сильно не вибрирует. Посмотрите. Началом ролика важное объявление. Друзья, для тех, кто хочет приобрести лодочку флагман любой модели от компании Флагман и от меня, скидка 10% на все лодки флагман. Чтобы получить скидку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо по телефону, который я оставлю в закрепленном комментарии. С мотора, посмотрите, я беру, начинаю продергивать, мотор упирается, он упирается. Вот видите, как он бьет в обратку. Когда горячий заводится хорошо, базара нет. Работает относительно ровно. Но тряска, я вам скажу, это просто жесть. Следующий момент. Этот мотор тяжеленный. Он весит 22,8. 22,8. Причем при этом Tohatsu пятерка весит 200. То есть этот мотор на 1,5 килограмма тяжелее, чем Tohatsu. И нифига он не едет, просто не едет. Я вообще не понимаю, зачем нужен лодочный мотор Yamaha 5. Вообще не понимаю. Можете меня там захейтить, что хотите сделать. Yamaha я уважаю, Yamaha я люблю, но вот этот мотор просто вот при первом же использовании просто хочется его утопить. Вот смотрите, как он заводится. Заводится он хорошо. Но смотрите, он бьет в руку как. Потому что один цилиндр большого объема. Тряска. Я не знаю, троллить на таком моторе можно, наверное, рука отвалится. Так, а давайте теперь посмотрим, как поедет Yamaha пятерка. Оригинальный винт 8-го шага. Давайте посмотрим. На глиссер выходит очень медленно. Вот это был пиздец. Так, в общем, в списке бесполезных моторов, наверное, Yamaha 5, наверное, займет самое первое место. Мне еще не нравится Tohatsu 3.5, Tohatsu 3.5 мне тоже не нравится, но Yamaha 5, Tohatsu 3.5, он хоть легкий, он хоть легкий, хоть его там можно под мышку взял и пошел. Yamaha пятерка весит очень много для такого мотора. И посмотрите, какая у него огромная голова, просто большая. У нее голова больше, у этого мотора голова больше, чем у Yamaha 8. Это все относится, также все относится ко всем китайским копиям, которые сделаны по образу и подобию Yamaha пятерки.
все то же самое, нифига не едет. Самое главное, да, если бы я бы ему все простил, если бы он ехал, но он еще нифига не едет. Так, а теперь ладно, вкратце о плюсах данного мотора. По традиции очень прекрасное лакокрасочное покрытие, все крепенькое, переключение передач. На Тахатсу вот этот рычаг весь такой болтается, здесь все достаточно крепко. Так, в принципе, исполнение мотора хорошее. Если мы снимем колпак и посмотрим вовнутрь, здесь все сделано красиво, аккуратно. Видно, что это Yamaha. Однако, вся эта красота становится бесполезной, потому что она никуда не едет, эта красота, и весит очень много для 5 сил. Поэтому я не рекомендую данный мотор к покупке. Честно, не рекомендую. Намного лучше купить Тахатсу или Mercury 5. Данный мотор подойдет тем, кому не нужно глиссировать, кому достаточно перемещаться в водоизмещающем режиме. Наверное, данный мотор подойдет. Так, все крепко, красиво, аккуратно. Но вся эта красота никуда не едет. Вот это самое главное. Увидели, что происходит? Вот эта система с выхлопом над винтом, она все портит. Из-за этого обороты растут, а скорость нет. Поэтому очень сильное проскальзывание винта. Почему Yamaha 5 не едет? Все дело вот в этом винте. Но именно не в винте, а в системе. У нормальных моторов выхлоп идет через винт, а здесь выхлоп над винтом. И этот выхлоп, он сбивает я предполагаю, что этот выхлоп просто идет и сбивает поток, который крутит винт. Из-за этого просто-напросто винту не зацепиться. Есть, конечно, плюсы у этого мотора. Прекрасная покраска, отличная краска. Логотип Yamaha, это тоже плюс. Серый цвет, кто-то любит серый. А так, ребята, одни минусы. Единственный плюс, что это Yamaha и что он надежный. И он чуточку потише, чем Тахатсу. А так, никуда не едущий, тяжелый, вибрирующий и очень туго заводящийся мотор. Вот у меня Yamaha 3 можно завести двумя пальчиками. Здесь просто пипец. Так, в общем, это был антиобзор лодочного мотора. Yamaha 5 лошадиных сил. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, что хотите, ставьте. Я свое мнение высказал, а вы уже пишите в комментариях, что вы думаете. Вот не вздумайте покупать вот этот мотор. Не вздумайте.